Здравствуйте, мои дорогие друзья! Приветствую вас на канале Оксана Good in Vintage. Продолжаем искать клад в моих коллекциях. То, что было найдено на свалках, на помойках, сегодня разбираем. Разбор продолжается, и надеюсь, сегодняшнее видео вам понравится. В прошлых своих видео я показывала зажимы для платков и сказала, что все, вот на этом, как говорится, все зажимы для платков у меня и закончились. На самом деле нет, коллекция большая. Сейчас покажу то, что было в прошлых видео. Кто не посмотрел, посмотрите, интересная коллекция. И в этот раз начала разбирать свои закорма и нашла еще два зажима для платков, которые вам в прошлое видео не показывала. Вот такой крученый классный зажим. Тоже нашла совсем в другом месте. Хочу пересортировать свои украшения так, чтобы как бы вот, ну, все зажимы были в одном месте. Следующий зажим вот такой. Гравировка очень интересная. И это зажим маркированный. Зажим маркированный. И здесь написано, сейчас минуточку, АС. Не могу прочитать. Вверх ногами смотрю. В общем, маркировка есть, но не читаемая. Если через камеру будет более заметно, тоже можете посмотреть. В общем, вот на сегодняшний момент я думаю, что это все-таки вот такая коллекция зажимов для платков. Если что-то еще найду, то обязательно, конечно, вам покажу. Ну, а мы продолжаем разбор тех украшений, которые собраны у меня вот в этом ящике. Что-то известное, что-то неизвестное совсем, так сказать, сегодня тоже я как в первый раз, как говорится, ищу клад в своих коллекциях. Вот такая брошь была найдена тоже совсем недавно в одном из пакетов со свалки. Винтажная застежка, плечики крепления. И это вот такая брошь. Ну, в этой коллекции тоже пусть и остается. Почему-то в этом же отделении у меня вот эта брошь, жираф, анималистическая брошь. Думаю, ей стоит переехать, перебраться совсем в другое место. И брошь не маркированная, вот так обратная сторона выглядит, но классный жираф. Так что куда-то она у меня переедет. Ну и продолжая тему животных, тоже у меня небольшая коллекция с мишками есть. Медведей тоже собралось у меня много. Вот этот винтажный медвежонок с кристалликами Аврора Бореалис, с красными глазками почему-то. И вот с такой вставкой на животе, на пузике. Вставка состоит из перламутра. Я тоже не сразу определила, что это вот такие перламутровые вставочки, залитые люцитом. Обратная сторона тоже говорит о винтажном возрасте. Вот такой медвежонок. И у него есть, так сказать, он не одинокий медведь. В моей коллекции есть и медвежата. И сейчас я вам их покажу. Так, вот этот вот медвежонок пойдет у меня в ремонт. Здесь, видите, не хватает. Думаю, что или жемчужина здесь, или, может быть, это... Я не знаю, что это, но, в общем, как бы его нужно отремонтировать. Медвежонок старенький, тяжеленький. Пойдет в ремонт. Следующий медвежонок это вот такой. Тоже почему-то с красными глазками. И тоже кто-то мне писал название компании. Я, по-моему, рассказывала про это, что их фирменный, так сказать, знак. Это именно вот такие медвежата. Так, ну и следующий медвежонок, который у меня есть, это вот такой, уже с беленькими глазками, кристалликами. Но по форме они очень похожи, как говорится. Три медведя. Так, и все, на этом медведи у меня закончились. Вот такая небольшая коллекция медведей остается в этом же, так сказать, месте хранения. Этот медвежонок идет у меня на ремонт. Ну и, соответственно, жираф тоже идет
в другое какое-то место. Так, следующие броши тоже буду брать их по порядку. Это вот такая, ну, простенькая брошь, эмаль, нет маркировки, но старая брошь. Состоит из, видите, двух элементов. Тоже такая интересная. Есть патина, давно не доставала, давно не чистила. Ну, вот такая минималистичная брошечка. И кристаллик Аврора Бореалис по центру. Следующая брошь в другом совсем стиле. Как она попала в эту ячейку моего комода, тоже непонятно. Ну, это вот такая брошь, тоже, я думаю, переместить стоит. Интересная очень кабошоны, она такая плотная. И это 1928, по-моему, да, компания называется. Тоже про нее я вам рассказывала. Такая брошированная обратная сторона. Такая. Думаю, что ей тоже стоит перебраться в другое местечко. А следующая брошь, это вот брошь, планка, я ее определила сюда. Совсем недавно открывала броши иглы, и почему-то она у меня в той шкатулке была, и сейчас переместилась сюда. Так, следующая брошь, вот такая, тоже минимализм. Ну, такая красивая, стильная брошь, крупная. Похожа на медь, материал, металл. И она вот так, обратная сторона выглядит. И здесь есть маркировка. И здесь написано, так, минуточку, Капер Белл. Колокольчик какой-то. Вот так обратная сторона выглядит, но красивая брошь. Мне кажется, она не современная. Думаю, что это что-то 70-е. Такой стиль в украшениях в те времена был. Так, ну и следующий отсек, который остался. Думаю, что вот эти две броши идут туда же, где и были. И эти две броши, думаю, относятся уже к другой, как сказать, к другому направлению моей коллекции. Идут отдельно, буду их определять и искать что-то подходящее, более подходящее. Так, ну и следующий отсек — это броши, ленты, банты, как это еще можно назвать. Это брошь тоже маркированная, и это, по-моему, Мане. Великолепнейшая брошь, отличная брошировка, такой летящий бант ленты. Ну, такая классная вещица. Так, в этом же отделении у меня вот такая брошь, тоже маркированная. И маркировка, так, не могу определить, не могу прочитать. Геррес, если что-то неправильно прочитала, поправьте меня, пожалуйста. Такая тяжелая, не мелкая, красивое броширование у этой броши. Тоже такое абстракция в исполнении, дизайне этой броши. Тоже, ну, классненькая такая. Так, и здесь еще вот такая мелкая брошь. Она старенькая, думаю, что она будет постарше этих, хотя похоже, да, по возрасту, думаю, что они одного возраста. Так, а здесь современнее больше. Так, ну и вот эта малышка тоже, ну, это цветок, как этот цветочек попал в эту компанию, непонятно, тоже стоит его переселить отсюда. Так, я знаю, что у меня броши, банты, ленты тоже в большом количестве собраны. Но я думаю, что это совсем другая история будет. Так, и мы плавно переходим в другой ящик. Этот ящик практически опустел. Что-то оставлю именно для хранения в этом ящике. Какие-то украшения будут собраны в другие. В общем, я вижу, что тут вот отдел с креплением, как
с зажимами для платка он у нас переполнен, так что буду переселять в какие-то другие отделения. Думаю, вот сюда более крупный отсек переселю. А мы продолжаем разбор тех украшений, которые у меня в коллекции есть, и приступаем к разбору следующего ящика. А следующий ящик выглядит вот так. Тоже забит полностью украшениями. И, конечно, разбор их тоже займет времени немало. Ну и давайте продолжим тему лент, бантов. В этой части, скажем, украшений у меня есть вот такая брошь. Буду тоже брать по порядку и разбирать, подробно показывать. Тоже есть маркировка. И это SSM. Да, если правильно читаю. Нет, BSK. Вот так вот читается. Ну, тоже такая брошь крупная. Показывала недавно вам ее. Не буду останавливаться. Идем дальше. И это опять клипсы. Хотела сказать брошь, но это клипсы, лента. Тоже, думаю, здесь совсем не в тему. Есть маркировка у этих клипс. Это АК. Вот тоже в отличном состоянии клипсы. Такие классные. А следующее, что есть в этом отделении у нас, это вот такая брошь. Тоже минимализм. Брошь не маркированная, по-моему. Есть площадочка для маркировки, но самой маркировки нет. Вот такой завиток. Так, идем дальше. Следующее это брошь вот такой завиток. Очень красивая, фигурная основная деталь и кристаллы. Кристаллы просто невероятные. Оттенок кристаллов очень красивый. Такой вишневый, красивая сама брошечка. Это брошь винтажная. Такая старенькая. Застежка плечики. Такая чудесная, просто невероятная брошечка. Следующая брошь, это брошь тоже лента. Ну, мне кажется, это символ борьбы с раком, что-то вот такое, да. Ну, как правило, это розовая лента, ну, в этой же форме. А здесь вот такая невероятная красота. Сочетание кристаллов тоже очень красивые. Гранатовые, белые и такие голубые. Очень красивые синие кристаллы. И эта брошь, думаю, что она старенькая. Тоже есть маркировка. М написано. Я не знаю, что это обозначает, но буковка М тут есть. Такая тоже очень красивая брошечка. Так, следующие броши тоже из серии ленты. Это вот такая крупная брошь. Это нежненькая идет сюда же. А эта брошь крупная, центральная жемчужина в отличном состоянии. Очень красивое броширование. И нет маркировки. Обратная сторона тоже очень качественно видно выполненная брошь. Она такая крупная и очень такая добротная. Прям ну, добротная, предобротная брошечка. Следующая брошь тоже, которая находится в этом ящике. Показываю, беру все подряд, мои дорогие друзья. Брошь уникальная. И это, по-моему, Трифари. Тоже недавно я вам ее показывала. Нашла тоже в одном из пакетов, ну, буквально на свалке за какие-то там копейки. Брошь Трифари, ну, просто чудная, чудесная брошечка. Так, ну еще несколько брошей покажу и будем закругляться. Вот это классная брошь. Ну, сейчас покажу сначала эту брошь, и потом к этой предыдущей от Трифари покажу вам колье, как я предполагаю. Тоже мне ваш совет нужен. Тоже хочу вас попросить совета. Сейчас покажу. Раз вытащила вот эту брошечку, есть недостающие кристаллы, конечно. И эта брошь старенькая,
плечики застежка, вот такой цветочек. Ну и сейчас хочу показать вам украшения, которые, думаю, идеально подходят просто вот к этой броши как комплект. Это вот такое колье, но очень они схожи вот своим брошированием, оттенком металла. Вот это колье мне напоминает как имитация сатинового стекла, как правило, бусины. Это тоже в такой форме. И здесь тоже трифари, вот, маркировка есть. И как-то мне вот сдается все-таки, что это комплект. Как вы считаете? Посмотрите, пожалуйста, внимательно и дайте мне подсказку. Мне кажется, что это что-то вот как комплект вполне себе может быть. Думаю, что вот таким шедевром сегодня показ я закончу. Так что свои впечатления и подсказки обязательно пишите. Я буду вам за это очень благодарна. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем мира, добра и красоты. Вас ждет продолжение разбора вот этого классного большого клада из моей коллекции. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.